Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим новым рецептом очень вкусного и нежного тортика. Он получается настолько легким и невесомым, что один кусочек, даже два кусочка съедаются с огромным удовольствием. Готовится он совсем несложно, а результат вас обязательно порадует. Тесто замешивается очень быстро, поэтому я заранее натерла шоколад на мелкой терке. Я беру шоколад с содержанием какао 70%. Также я сразу подготовила противень, застелила его пергаментной бумагой и включила разогреваться духовку на 180 градусов. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем 1 минуту. Теперь постепенно подсыпаем сахар и, увеличивая скорость миксера, взбиваем белки до полного растворения сахара и жестких пиков. Должна получиться вот такая пышная, воздушная, глянцевая масса. Сахар полностью растворился, и на поверхности вот такие хорошие клювики образовались. Если сахар не растворится полностью, тогда поверхность бисквита получится слегка липковатой. Если вы сомневаетесь, что сахар не растворился, то можете просто вот так проверить пальчиком. Если крупинок не чувствуется, значит все готово. В муку добавляем пол чайной ложки разрыхлителя. Частями просеиваем к белкам и подсыпаем часть шоколада. И аккуратно вмешиваем венчиком либо лопаткой. Перемешивать нужно осторожно, движениями снизу вверх, чтобы не осадить белки. Как только мука впиталась, подсыпаем еще. Я делю примерно на 3 части. Получается вот такое красивое воздушное тесто. С лопатки оно даже плохо падает, потому что такое плотненькое и воздушное. Противень я слегка сбрызнула водой, чтобы пергамент лучше приклеился. Перекладываем тесто и распределяем ровным слоем. Противень у меня стандартный 30 на 40. Поверхность можно выровнять кондитерским шпателем. Если такого нету, то тогда возьмите просто какую-нибудь небольшую разделочную досочку. Корж печется очень быстро, буквально минут 8-9 при температуре 180 градусов. Духовка должна быть заранее разогрета. Корж готов, он должен вот так слегка подрумяниться сверху. Также готовность можно проверить нажатием на серединку, палец не должен проваливаться и он должен вот так пружинить. Либо, как всегда, зубочисткой, она должна выходить полностью сухой. Переворачиваем корж на другой кусочек пергамента и снимаем бумагу. Забыла сказать, если вы в качестве пергамента не уверены, тогда лучше предварительно смазать бумагу салфеткой, смоченной в растительном масле, чтобы точно все вот так хорошо отошло. Вот такой мягкий воздушный корж получается. И очень классно пахнет шоколадом. Сейчас оставляем его полностью остыть. Для заварной основы понадобятся оставшиеся желтки, молоко, сахар, ванильный сахар и крахмал. Для десертов я всегда использую кукурузный. Молоко я сразу разделила на 2 части. Здесь у меня 400 мл и здесь 100, чтобы было удобнее перемешать. Молоко ставим разогреваться до горячего состояния, кипятить его не нужно. В кастрюле с толстым дном смешиваем сахар, 1 чайную ложку ванильного сахара. Если будете использовать ванилин, то тогда добавьте его, когда уже крем заварится, 1 щепотку. Добавляем крахмал, желтки, и молоко. И хорошо все перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. И теперь, постоянно помешивая венчиком, вливаем тонкой струйкой горячее молоко. Ставим кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, завариваем крем. Я обычно ставлю на средний огонь, и когда крем уже начинает густеть, уменьшаю до минимального. И уже непрерывно помешиваю, чтобы крем заваривался равномерно. Крем начинает густеть примерно через 5 минут. Сейчас у меня стоит самый минимальный огонь, и я непрерывно помешиваю. Как только крем начнет кипеть, провариваем его 1 минуту, чтобы хорошо заварился крахмал, и снимаем с огня.
Получается вот такой красивый, гладкий и однородный крем. Если все-таки появились какие-то комочки, тогда пропустите его через сито. Чтобы крем остыл быстрее, я его переложу в другую миску. Прикрываем крем в контакт пищевой пленкой и оставляем остыть до комнатной температуры. В качестве глазури лучше всего подойдет ганаш. У меня тут как раз осталось 60 грамм шоколада от 2 плиток, которые я использовала на бисквит. И чтобы специально не покупать жирные сливки, я использую в равных пропорциях молоко и сливочное масло. Сливочное масло я всегда беру 82,5% жирности. Ставим кастрюльку на огонь и ждем, пока полностью масло растворится и молоко станет горячим. Доводить до кипения не нужно. Масло полностью растворилось и уже пошел пар, но еще смесь не кипит. Снимаем с огня, добавляем шоколад и оставляем на 1 минуту, чтобы шоколад подтаял. И теперь хорошо перемешиваем до гладкости и однородности. Такой вариант я вам уже показывала в наших пирожных буше. Получается ничуть не хуже, чем со сливками. Мне кажется, даже очень сложно отличить. Вот получается такая же красивая, гладкая и однородная глазурь, только гораздо бюджетнее. Теперь оставляем ее немного остыть, чтобы было удобнее покрыть тортик. Заварная масса остыла до комнатной температуры, и масло тоже сейчас комнатной температуры. Когда я сварила заварную основу, я тоже достала масло, чтобы оно согрелось. Главное, чтобы их температура была примерно одинаковой, тогда крем получится однородным и гладким. Если масло будет холоднее, то тогда крем пойдет крупинками, поэтому следите за температурой. Можно просто вот так пальчиком проверить, примерно, чтобы была одинаковая температура. Заварную основу можно слегка вот так перемешать, чтобы она не целым комочком была. Ну хотя вот, как вы видите, очень хорошо держит форму. Если вы не хотите использовать масло, вы можете заменить, например, жирными сливками. Получится тоже очень здорово. Если вы хотите облегчить торт, тогда можете просто не добавлять масла. Хорошо взбить вот эту заварную основу, чтобы она стала гладенькой, и уже промазывать торт. Потому что крем сам по себе очень вкусный и нежный. Масло взбиваем миксером 3-4 минуты. Оно должно стать пышнее и посветлеть. Обязательно вот так проходитесь по стеночкам, чтобы все перемешивалось и было однородным. Вот масло посветлело и стало таким пышненьким. Оно практически белое уже. Теперь постоянно взбивая, добавляем по 1 столовой ложке заварную основу и хорошо перемешиваем после каждого добавления. Очень удобно приготовить вот эту заварную основу утром и достать из холодильника масло, чтобы оно стало комнатной температуры. А потом уже вечером, например, испечь бисквит, потому что он готовится очень быстро, и быстренько собрать тортик. Получается вот такой красивый, воздушный, гладенький, однородный крем. И, кстати, очень устойчивый. А после холодильника он станет немножко плотнее, потому что там есть масло. По желанию можно подрезать края. Я буду делить на 3 коржа. Оставшиеся края я измельчу и украшу крошкой. Вот такой очень воздушный и вкусный корж получается, со вкусом шоколада. Можно положить кусочки пергамента, чтобы все вокруг было чистым. Выкладываем первый корж. Я выкладываю внутренней стороной наружу, чтобы бисквит лучше пропитался, так как сверху поверхность бисквита такая гладенькая и блестящая, а здесь она такая более шершавая. Для пропитки я сегодня буду использовать молоко, но также подойдет, например, кофе, либо какой-нибудь сироп с добавлением алкоголя. Тут уже на свое усмотрение. Крем делим условно на 3 части и 1 часть перекладываем на корж. И распределяем ровным слоем. Крем очень классный, его можно, конечно же, использовать и в какие-нибудь другие тортики или, например, в корзиночке. Особенно если остаются желтки, очень удобно использовать. Сверху накрываем 2 коржом, можно вот так слегка прижать. Снова пропитка и крем. Накрываем 3 коржом, снова пропитка и крем. Верхний слой я стараюсь максимально выровнять, потому что сверху у нас будет глазурь. Вот она как раз остыла уже до комнатной температуры и начала вот так густеть. Это как раз то, что нам нужно. Перекладываем глазурь на крем и также распределяем ровным слоем.
Готовый тортик убираем в холодильник для стабилизации минимум на несколько часов, либо можно оставить на ночь. Его определенно не нужно жевать. Сам бисквит пропитывается. Не знаю, все вместе это как будто один крем. Не знаю. Сложно, да, очень описать, потому что кусочек просто растворяется во рту. Очень вкусно. Особенно если вы любите шоколад и все, что с ним связано. И вот такие легкие нежные крема, вам определенно нужно тогда его попробовать. Хотя нет, всем нужно попробовать, потому что это очень вкусно. И, кстати, по сладости торт очень такой умеренно сладкий, я бы даже сказала мало сладкий. Поэтому, если вы сладкоежки, в крем добавляйте 100% побольше сахара. Я добавляла 100 грамм, а вы можете добавить, например, 150 или 180. Вот как мне, просто само так. Ну, потому что я не люблю сильно приторно-сладкое, но вот так очень вкусно. Плюс еще темненький шоколад, такая приятная шоколадная горчинка, очень круто. Тортик получается необычным, вкусным и просто максимально нежным. Очень хорошее сочетание легкого шоколадного бисквита, такого нежного воздушного крема на желтках, и все сверху дополняет шоколадная глазурь. В общем, сочетание бомбовское, сам тортик просто растворяется во рту, как сладкая вата. Так что обязательно готовьте, пробуйте. Мы уверены, что такой тортик вам также понравится. На сегодня у нас все. Готовьте с хорошим настроением. Поздравляем всех с наступающим Новым годом!